Здравствуйте, друзья! Сейчас у нас осенняя дождливая погода. На календаре холодный ноябрь, но в саду все еще продолжают цвести многие цветы. Именно эти стойкие растения радуют своей красотой до самых морозов. Благодаря им осенний сад выглядит привлекательно даже сейчас, хотя до прихода зимы уже осталось не так много времени. Очень освежает и украшает осенние клумбы яркая бегония, вечно цветущая. Этот цветок так назвали не зря. Данный вид цветет пышно и неустанно все лето до самых морозов. Но немногие знают, что эту бегонию можно легко сохранить даже в зиму, и вам не придется высевать рассаду в следующем сезоне. Просто укоротите все длинные побеги и обрежьте цветы. Выкопайте кустики и пересадите их в контейнеры. Занесите в светлое прохладное помещение, а весной с потеплением высадите их обратно в сад. Перед этим не лишним будет растение подкормить и закалить, периодически выставляя на открытый воздух. Если же кустики осенью не обрезать и продолжить своевременный полив и подкормки, вечно цветущая бегония порадует вас своими цветами вплоть до весны. Однако такие растения израсходуют свои силы и не смогут так сильно цвести весь последующий сезон. Бегонию также можно размножить черенкованием. Веточки укореняют в конце зимы в марте. Еще одно растение, которое поднимает нам настроение и украшает своим видом сад даже поздней осенью, это лабулярия морская, или как ее еще часто называют, алисум. Ароматное цветение лабулярии начинается уже с начала лета. Далее растение вступает в небольшой покой на период жары. Но с конца августа лабулярия вновь расцветает, преображая цветники своим видом вплоть до прихода зимы. Этот почвопокровник не превышает высоты 15-30 см. Лабулярию обычно высаживают по краю клумб, создавая из нее ажурную подбивку. Кустиками также оформляют садовые дорожки и создают из них невысокие пышные бордюры. Лабулярия отлично смотрится с самыми разными цветами, и не только в открытом грунте. Ее цветущие веточки эффектно сочетаются с ампельными растениями в подвесных кашпо. Соцветия бывают самой разной окраски. Их пышный вид чем-то похож на морскую пену, а сладкий медовый аромат напомнит вам про теплые летние дни. Это очень неприхотливый цветок, который подойдет каждому, даже начинающему садоводу. К тому же лабулярия способна давать свой самосев. Если вы придерживаетесь концепции малоуходного сада, обязательно посадите неприхотливую красавицу-космею. С ней у вас точно не будет никаких хлопот. Космея очарует вас своей неприхотливостью и цветением. Окраска цветов бывает самая разная. Кроме того, есть и более декоративные махровые сорта. Кустики лучше высаживать на солнечном месте. Именно там растение покажет себя во всей своей красе. Цветение космеи длится почти все лето до глубокой осени. Ее вид привлекает внимание не только цветами, но и перистой листвой. Ажурная зелень космеи придает цветнику особое очарование, а ее яркие цветы напомнят вам о лете даже в ноябре. Ни осенних холодов, ни продолжительных осадков не боятся такие растения, как хризантемы. Стойкую красоту их цветов не в состоянии испортить даже кратковременный мороз. Очень часто кустики хризантем вместе с шапкой цветов так и уходят под снег. Стоит только снегу оттаять и выглянуть осеннему солнцу, как растения вновь предстают во всей своей красе, как ни в чем не бывало. Хризантемы – это очень выносливые цветы, настоящие фавориты осеннего сада. Их яркое и пышное цветение длится до окончания осени. А в садах с более мягким климатом хризантемы продолжают цвести даже в декабре. Существует много красочных видов этого цветка. Все они отличаются высотой и формой кустов, окраской и размерами соцветий. Есть также зимостойкие виды и те, что придется на зиму заносить в прохладное помещение. Хризантемы отлично подходят для срезки. Роскошные букеты из этих цветов украсят любой интерьер и порадует вас своим свежим запахом. Мне кажется, что это одна из самых любимых многими осенних культур. Увядающий сад без хризантем выглядит как-то уныло.
Приятно и то, что цветы не теряют своей декоративности даже после обильных дождей и первых морозов. Соцветия многих видов спокойно выдерживают понижение температуры до -7 градусов. В этом сезоне меня удивило позднее цветение крокусов, тем более что посадила я их под кроной японского клена совсем маленькими луковичками. Цветочки еще не такие крупные и красочные, как должны быть, но увидеть их в столь позднюю пору очень приятно. Надеюсь, что в следующем году они порадуют нас более ярким и обильным цветением. Хмурую осеннюю погоду и засыпающий сад невероятно украшают красные фонарики декоративного физалиса. Его яркие семенные коробочки придают клумбам свое особое очарование. Благодаря физалису опустевшие осенние цветники продолжают выглядеть нарядно и красочно. Вид физалиса обыкновенного более зимостойкий по сравнению с его южными родственниками. Он вполне способен зимовать на территории умеренного климата, выдерживая существенные морозы. В интернете заявляют о его зимостойкости до -35 градусов. Но это не относится ко всем видам физалиса. Тем не менее, растение по-своему декоративное и очень неприхотливое. Есть также овощные культуры, ягоды которых употребляют в пищу. Осенний сад продолжает радовать соцветия очитковидного. Этот малоуходный многолетник красивый даже в начале зимы. Несмотря на первые морозы, его красочные цветы остаются чуть ли не основным украшением опустевшего сада. Кстати, если вы захотите свой очиток размножить, срежьте его длинный побег и поставьте в вазу с водой. Корней ждать от ветки не надо, зато почти из каждой пазухи листьев начнут прорастать молоденькие ростки. На этих розетках со временем появятся корешки. Аккуратно их снимите и высадите во влажный рыхлый грунт. Таким простым способом вы сможете получить к следующему сезону много бесплатных растений. Осенний сад невероятно украшают разные виды астр. Среди этого стойкого цветка есть как однолетние, так и многолетние представители. Существуют даже почвопокровные виды, цветущие глубокой осенью. Астры будут радовать вас цветением всю осень. Только подберите им хорошо освещенный участок. Очень многие стойкие розы также радуют цветением до прихода морозов. Подобных сортов есть немало, и перечислить все невозможно. В моем саду отменным здоровьем и декоративным видом отличились розы селекции Кордес. Цветущая роза Ангела впечатляет своей красотой. Вот так она выглядит в начале октября и продолжает цвести до глубокой осени. А вот нашла старое фото этого куста, цветущим в конце ноября. Посмотрите, как украшает осенний сад яркие ягоды кизильника. Куст имеет раскидистую крону с гибкими, поникающими ветками, усыпанными мелкой листвой и плодами. Растение неприхотливое и станет хорошо расти даже в тенистых местах. Вообще про декоративные кустарники в осеннем саду стоит выпустить отдельное видео. Они заслуживают внимания садоводов. А я буду всем благодарна, кто поделится в комментариях своим опытом. Какие цветы радуют вас даже в холодные ноябрьские дни? Не забывайте подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе и не пропускать выход новых роликов. А если это видео было вам интересным, не забудьте, пожалуйста, поставить свой лайк. И до новых встреч в нашем добром саду.